Дорогие друзья, пока я сидела, думала, что делать вообще дальше с видео, с каналом и так далее, потому что все начиналось немного не так. Нет уже давно и не будет еще достаточно долго прекрасного монтажа Маркетса, потому что он меня снова улетел в командировку. Сама я, снимаю все весьма сумбурно и не всегда позитивно, потому что ничего я там не успеваю, какие-то у меня долги, какие-то все это вот. В общем, как мне написали, нет той легкости, которая была раньше, я с этим совершенно согласна. В общем, пока я думала, что делать дальше, выпускать видео, не выпускать видео, взять паузу, что там делать, я все-таки параллельно на всякий случай снимала. И наснимала вам примерно прогресс за 10 дней апреля, с начала нашего возвращения после поездки до 20 апреля. И приглашаю вас сегодня посмотреть все-таки эту серию с этими продвижениями. Наверное, даже я поснимаю еще конец апреля, но, в общем, пока я в раздумьях. Это я к тому, что если вдруг что-то когда-то не выйдет или выйдет с задержкой, возможно, я приняла какое-то решение. В любом случае, все последние новости будут, и мои решения в том числе, будут на канале в Телеграме, и, возможно, здесь в новостях я там напишу, как-то там можно же, писать в Ютубе. Вот, но думаю, что мы посмотрим все-таки и итоги апреля, и планы на май, а дальше я подумаю, возможно, стоит действительно взять некую паузу. Но пока приглашаю вас посмотреть, там у меня случился первый финиш, так что надеюсь, вам будет интересно. Нашла я свой календарик. И вот, нет, сегодня 10 все-таки апреля. Вот так вот. Вот такую вот пачку надо оторвать. Вот, потому что сегодня, значит, 10 апреля, понедельник. Так, сейчас я попробую это оторвать. Ладно, потом за кадром оторву. Значит, 10 апреля, понедельник. Я думаю, что я снимать вам буду несколько дней, может быть, дней 10 до 20 апреля. В общем, сколько-то больше недели точно. И давайте покажу вам, что у меня готово на сегодняшний день. Снимаю с руки, поэтому вот так вот все трясется, вот пальцы попадают, извините. Значит, что у меня здесь готово? Я доделывала вот этот лист, вот эти бантики, вот этот лист и этот весь цветок. И, соответственно, бэкстич на этом участке. Доделывала я это не только сегодня, 10-го, а вот мы прилетели 6-го. 6-го я не вышивала, мы ночью поздно прилетели. И я вышивала 7-го, 8-го, 9-го по чуть-чуть совсем. И сегодня так приличненько повышивала. Тут больше 500 крестиков сегодня было вышито. Ну, суммарно с бэкстичем, да. Ну, кстати, смотрите, у меня есть новый магнитик из поездки. Рута Куарента, 40-я, да, это как у американцев их известная трасса тоже. Интересно, у русских есть. В общем, это наша самая известная трасса 40-я, которую мечтают проехать от точки до точки, где она начинается, где заканчивается большинство авто- или мотолюбителей. Мы вот мотолюбители тоже мечтаем. Мы кусочки некоторые проезжали на мотоцикле, а всю дорогу нет. И вот город, который мы посетили в этом путешествии, находится как раз по этой дороге. Значит, вернемся к вышивке. Хочу рассказать вам, что я тут немножечко поменяла. Значит, я вот эту ниточку не стала закреплять, убирать. Тут чуть-чуть можно дошить. Здесь, значит, мне не хватает шмелика. Не буду показывать превью, потому что я думаю, что через несколько минуточек для вас уже скоро будет финиш этой работы. И, значит, здесь есть полукрест. Вот такой. И вот здесь тоже полукрест. И по саге, по крайней мере, полукрест этот должен был быть в другую сторону, ну, вроде как
как нижний стежок, да? Я решила это дело заменить, потому что раньше я делала вот как нарисовано в саге, в схеме, или если не обозначено, то я делаю, значит, как нижний стежок. С каких-то пор я стала все-таки смотреть, что конкретно мы изображаем полукрестом. Если это фон, то я делаю как нижний стежок, то есть в другую сторону, не как верхний крестик. А вот если это продолжение рисунка, а вот тут вот, да, это как бы продолжение, здесь на самом деле будет уже крылышко, поэтому как бы вот за крылышком виднеется цветочек. И бантик тоже, да, здесь есть крестики и есть полукрестики. Вроде как это продолжение одного и того же объекта. Поэтому я решила делать по крестику, то есть в том же направлении. Когда я начала смотреть на бэкстич, я поняла, что вот здесь даже может быть лучше, что я поменяла, а вот здесь как-то странновато выглядит. Но, с другой стороны, если бы я здесь делала по крестику, а здесь по нижнему полукресту, было бы вообще очень странно, и было бы ощущение, что я просто что-то перепутала. Поэтому я сделала все одинаково. И, вот, я лично не до конца довольна вот этим. Вот это мне очень нравится, как понравилось. Очень нравится, как понравилось. Понятно, да? Очень нравится, как получилось, конечно же. Значит, что здесь? На сегодня я эту работу отложу. Завтра, время уже у нас 5 часов, поэтому освещение не самое лучшее. Я завтра хочу это все распялить, потому что мне все равно на шмелика я что-то могла бы уже начать вышивать, но не очень удобно будет. Но я распялю, хочу сделать фотографию, как я и хотела, веночек без шмелика и потом уже со шмеликом. Поэтому скоро вы увидите кадры какие-то со съемок, как я это все снимала. Что дальше на сегодняшний вечер, хотя это не точно. Значит, я беру карту. На этой неделе я должна вышить 1000 крестиков, как обычно. Я пока еще ничего особо не анализировала, потому что целый день занималась вот маковым венком. И даже не думала о том, что будет дальше. И, скорее всего, будет карта. Но, возможно, я буду продолжать вышивать своих овечек от Little Needle Housework. Там у меня апрельский сюжет. В смысле, он не апрельский, я его выбрала себе как апрельский. И там остается что-то 1200 крестиков. Вот. Не буду сейчас, я его не принесла, не буду вам показывать. Покажу, что будет с картой. Значит, потому что если даже сегодня не возьмусь, то завтра, может быть, с утра возьмусь за нее. Я не переставляла пяльцы с прошлого раза, потому что в прошлый раз я вышивала вот здесь землю. Значит, если смотреть на карту, на превью, то вот здесь экватор у меня, он вот тут вот, да, будет. Пока нет. И моя идея пока не идти к экватору, а вышивать, соответственно, то, что вот здесь, куда влезу. Здесь, наверное... Так, это где-то вот до сюда я могу, а дальше не дотянусь. Что я думаю насчет этой 1000? Я, конечно, постараюсь сделать 1000 там, где я доберусь, не переставляя пяльца. Потому что здесь, конечно же, есть еще и бэкстич. Я напоминаю, что по ходу я делаю мелкий бэкстич, например, вот эти вот надписи, но не делаю вот этот вот протяженный бэкстич, чтобы он не получился как... Тут на картинке, видите, все провисло, все скривилось. Я, конечно, не исключаю, что у меня все равно оно тоже провиснет и скривится, но я предпочитаю, чтобы это случилось в конце, а не в начале. Значит, здесь есть какие-то крестики, чтобы их надо закрыть. В общем, посмотрю, буду стараться заполнять вот эти вот участки и пропуски. Эта работа в целом... Вот на этом участке она не столько сложная, сколько утомительная, потому что, видите, цветов не очень много. Вернее, цветов немало, но они все в такой палитре, которая немножечко
утомляет, скажем так. Поэтому посмотрю, если будет тяжело даваться медленно идти, то я, конечно, поменяю, поставлю пяльцы в другое место, потому что у меня задача двигаться, а не сидеть, упорно что-то там ковырять. Если не идет в этой части, значит, пойдет в той части. И вот надо вышивать. Для меня приоритет в апреле, по крайней мере, двигать карту в положенном темпе, то есть вышить 3000 крестиков в этом месяце. Осталось, как вы понимаете, уже от месяца не так уж много, всего-то 20 дней, треть уже прошла. Вот такие вот у меня планы, и в следующем кадре я надеюсь показать вам красоту веночка пока без шмелика. «12 апреля, друзья мои, среда. Один из самых любимых дней, самых любимых праздников. Значит, хочу вам рассказать, что я вышивала 10-11. Сегодня уже, несмотря на то, что обед, я все еще не бралась за вышивку, и расскажу, соответственно, про планы на сегодня. Значит, я вышивала оба дня, и в понедельник, и во вторник, карту. И я говорила о том, что план у меня все-таки вышивать здесь, и давался он мне, скажем так, с трудом, поэтому я решила, что я здесь сделаю 500 крестиков и дальше перейду в другую часть. Давайте посмотрим, в какую часть я хочу перейти и что мне тут не просто давалось. Значит, я уже говорила, да, что здесь в целом не так-то сложно, но разброс цветов весьма такой скудный, весьма, как сказать, неинтересный, что ли. В общем, быстро утомляет. Но я здесь повышивала и белым, которым я не очень люблю вышивать, несколькими голубыми и несколькими серыми, светло и темно-серым. И дело даже не только в том, что это не очень удобно. Зеленым что-то тут закрыла. Тут остаются участки достаточно сложные. Как сложные, потому что надо что-то закрывать. Вот здесь 2 крестика, здесь 3 крестика, здесь 1 крестик. И протяжки уже не сделать. По крайней мере, я такие протяжки делать точно не буду. И у меня же закончик не уходить за экватор. Поэтому тут либо сюда я не дотягиваюсь, либо туда уже не дотягиваюсь. Что про надписи? Я хотела повышивать здесь надписи, и пока не вышло, давайте посмотрим, что меня здесь насторожило. Смотрите. Так, Азия. Азия, вот. С Азией все нормально. Европа. С Европой все нормально. Что мне не понравилось? Африка. Смотрите, А, потом Фр, потом И, а потом К вообще внизу. Мне вот это вот не нравится. Я бы сделала либо, чтобы оно вот так было, либо если... я бы уместила это как-то. Я бы не стала делать такое... Посмотрите, здесь разброс как нормальный. Да, между буквами что-то соблюдено, даже в Азии какая-то пропорциональность. А вот здесь это мне не нравится. Я потом смотрела на другие материки, и вот это вот Ри мне тоже не нравится. Поэтому я, наверное, что-то тут буду переделывать. В любом случае, я не смогла сделать Африку, потому что у меня там еще не все вышито. А вот Европу и Азию, по идее, могла бы. Но в любом случае... Надо посмотреть еще, прежде чем я буду представлять пяльца. В общем, я вышила здесь половину нормы и уйду вот сюда. У меня на данный момент здесь готово примерно вот до сюда. И вот эти вот птицы, их надо бэк сделать. И дальше вот этот участок, он в целом, как вы видите, более-менее однородный. И должен идти достаточно быстро, мне кажется. То есть вот здесь вот было больше мешанины. Поэтому пойду я вот сюда.
И все еще я думаю, что делать с рамкой, потому что я вот отсюда примерно и до сюда вышила, но все до этой красной линии. Эту красную линию я не вышивала, все, что выше, тоже не вышивала. И теперь я вот думаю, что с этим делать, оставлять совсем на потом и идти вот отсюда сюда, либо вышивать на том участке, на котором я смогу, а потом... Ну, в общем, что-то я еще буду думать, но совершенно точно в следующем включении, когда вы увидите карту мира, пяльцы я переставлю вот на этот участок. Так, еще я немного повышивала перед сном овечек. У меня появилось аж целых 3. Очень кривенькие крестики получаются а именно белым цветом. И, кстати, я когда вышивала в самолете, у меня вот эти вот 2 работы, освещение не всегда было хорошее, и там, конечно, будут одни из самых худших крестиков по ровности. А в предыдущей работе, в мартовской, я еще и где-то что-то подрезала не очень аккуратно. Видимо, когда отрезала хвостик, отрезала что-то еще. У меня там потом выбилось, я каким-то чудом смогла заправить. Надеюсь, что... Ну вот я постирала уже, показывала его. Вроде ничего не выбилось, но буду наблюдать буду. И планы на сегодня у меня к шмелику я пока... К маковому венку со шмеликом. У меня там оставался только шмелик. Я пока не притрагивалась. Там остается по саге 300 с небольшим крестиков, поэтому... Хочу оставить на какой-то полноценный день вышивки, чтобы вот с утра сесть и в этот же день закончить. А сегодня я вот с утра решила провести с пользой свой рабочий день и погулять. Поэтому пришла вот уже к обеду. И после обеда я всегда вышиваю меньше, поэтому я решила подобрать... Не подобрать, а отделить. У меня как бы нитки есть, но они пока в общей коробке. К этой работе и, в принципе, уже переходить на эту вышивку для мамы. Она, кстати, мы сегодня с ней списывались. Она, убей, не помнила, что я ей это собираюсь вышивать. Вот, ну, теперь вспомнила, и теперь говорит, а ты успеешь? Ну, а я успею. Я очень много комментариев получила насчет того, чтобы, мол, типа, надо все отложить и не выбирать работы на май. Но я повторюсь, что сестра у меня улетит во второй половине мая, но все равно у меня там останется как минимум неделя. И даже если я не успею, мне можно будет что-то вышивать, но я успею. И, в общем, последнюю неделю я могу совершенно спокойно вышивать ваш выбор. Поэтому зачем так переживать, я думаю, не стоит. Плюс, опять-таки, естественно, мамина работа у меня приоритет, но я планирую их вышивать неспешно, в удовольствие. И уж если я буду видеть, что я действительно как-то впритык, тогда я уж точно все отложу. А пока я вышиваю так, как мне удобно, а именно чередуя. Значит, буду переходить сюда. И тыквы, основной сюжет, крестиковый именно здесь внизу, видите, тут уже очертания тыквы появились. А вот тут будет еще много полукреста. Я, наверное, все-таки отсюда пойду. В общем, буду сейчас собирать нитки и организовывать этот процесс, потому что этот процесс в апреле, в мае будет постоянно мелькать до финиша. Ну и в следующем кадре покажу, что я тут продвинула. Дорогие друзья, мы по просьбе моей сестры пришли в Пуэрто-Мадейро. И заодно вот к реке дойдем. Здесь у нас есть такая эко-зона. Сейчас мы найдем, как туда пройти, а пока мы тут вот залипли на птичек. Так, птички-уточки. Смотрите, какие с красными носиками. Хорошенькие. Бодренько плывет.
Шустрый малый. Так, ищем красную голову. Это наши вот кардиналы. У нас тут тоже они есть. Вот так вот выглядят. Так, черепашки большие отдыхают. Мы таки пришли. Вот, значит, ну я не знаю, как это по-русски называется. Нет, это не национальный парк, это, в общем, это какой-то экопарк. И мы пойдем сейчас гулять. Там вивас. Вид на Буэнос-Айрес, на район Пуэрто-Мадейро со стороны экопарка. Вот, а за нами... Красивое небо сегодня, между прочим. А за нами шумит река. Вот и река. Дорогие друзья, сегодня 16-е, вот так вот, оторву даже одной рукой, наверное. Значит, у нас дождь, мы вернулись из прогулки, у нас 16-е, чего у нас, какой месяц? Апрель, 16 апреля, воскресенье, и вы не поверите, но несколько дней назад, та-да-дам, я закончила вот эту работу. Значит, через секундочку покажу вам, наверное, уже... красивые кадры. Я сняла, вот прямо аж запяливала в прямоугольные и дошивала шмелика. Значит, сегодня у нас сейчас дождик идет и пасмурно. Но в целом цвета нормально передаются. В общем, такой же жопастенький, хорошенький такой шмелик получился. Закончила, значит, я эту работу, еще не стирала, и не снимала, и не фотографировала. Мне очень все нравится, очень ярко, маме вроде тоже нравится. Я тут удивилась. Поэтому такая вот у меня одежонка мелькает, потому что прохладно. Значит, готов. Это, друзья мои, мой первый финиш этого года, полноценный финиш, потому что были еще мини-финиши вот по этим работам. Ну, там они как бы продолжают серию, это не считается. А вот это вот прям полноценная работа закончена. Она первая. И, напоминаю, это работа для мамы. Значит, что еще я в эти дни вышивала? Я, кстати, мало снимала, то есть я с 12 числа не снимала, но при этом вышивала я так прилично. Я даже один день вышила больше 1000 крестиков. Может быть, еще какой-то день, я там не все дни еще собрала статистику. Я ее собираю, но... чего-то как-то так, не очень активно. Значит, я не помню, продвигала ли я эту работу с тех пор, как я вам показывала, но вот периодически ее беру. Я на этой неделе, последний раз, когда вам показывала, у меня было вышито 500 крестиков, и я собиралась переставить пяльцы наверх. Я их переставила и дошила оставшиеся 500 крестиков. Вышивала преимущественно вверху, хотя тут вот тоже каким-то желтеньким повышивала. Вот это вот все вышилось, вот это вот серенькое все вышилось. Тут еще каким-то беленьким или голубеньким что-то закрывалось. В общем, 1000 этой недели закончена, и ну что, сегодня воскресенье, можно завтра уже будет снова брать эту работу. И буду продолжать вышивать в этой стороне. И хотелось бы сделать здесь бэкстич.
куда дотянусь. И еще одна работа, которую я вышиваю и собираюсь повышивать сегодня, это вот осенний круг Ланкевич. Здесь можно уже бэкстич делать. Кстати, эта работа, вы знаете, я ее беру иногда, из серии чуть-чуть повышивать, не очень много времени у меня, и там легко, непринужденно получается почти 500 крестиков. Вот даже если времени не очень много было, поэтому я очень довольна тем, как движется эта работа, и у меня не было никогда сомнений, что я не успею. Но, в общем, я считаю, что она очень хорошо идет. И что, мне остается вам снимать еще дня 3. Да, я до 20-го снимаю эту неделю. Я думаю, что с бэком уже тоже эту работу покажу, так что план у меня на сегодня, по крайней мере, вот эта работа. Если я вообще что-то успею, надо еще видео смонтировать. В общем, когда буду вышивать эту работу, а с завтрашнего дня с утра, если не будет работы, начну снова делать 1000 крестиков на карте мира. Дорогие друзья, чуть не сняла вам кусочек видео в замедленной съемке. Значит, сегодня 20 апреля. Я еще сегодня не вышивала, но хочу подвести итог того, что я вышивала, значит, до этой даты, с момента возвращения из отпуска. Там суммарно именно вышивальных дней получилось примерно 10, может быть 11. И вот давайте посмотрим, что я за это время успела сделать. Соответственно, оставшиеся месяц, еще 10 дней, да, я уже покажу в следующей серии. Главным моим результатом был финиш работы для мамы. Это маковый венок от Ольги Князевой. Значит, я все еще, как вы видите, его не постирала, не погладила, потому что у нас и дождь был, и лениво мне было, и так далее. Но, тем не менее, вот работа закончена. Из финальных эмоций хочется отметить, что было все достаточно просто, вышивалось легко, в удовольствие. И, значит, единственная такая, скажем так, заминка у меня была в том, что в сиреневых цветах есть крестики в 1 и 2 сложения, и я не сразу это заметила. Еще у меня была заминочка, с которой мне очень помогла Ксюша Бамбола. Большое тебе спасибо, Ксюша. Вообще замечательно, когда есть человек, к которому можно обратиться за такой помощью, когда ты сам, либо сомневаешься, либо не видишь просто каких-то, может быть, очевидных вещей. Значит, я здесь меняла полукрест в другую сторону, да, сделала, а не так, как было в саге. И когда я сделала красный, я показывала это, говорила, что, в общем, меня все это устраивает. Но когда я взялась за крылышки, я подумала, что крылышки бы, если бы оно было не рядом, можно было бы делать действительно в противоположную сторону, но тут у меня, как вы видите, крылышко прям рядом с цветочком. И когда я показала все это Ксюше, Ксюша мне помогла. Сказала, на что обратить внимание, про колючесть и это то, что выходит за пределы. Но, как вы видите, я все-таки поменяла все равно и направление, да, и в крыльях, потому что нельзя было, чтобы они были в разные стороны все-таки. И здесь бэкстич лег в целом хорошо. Ну и плюс, видите, оттенок этого серого, он не настолько выделяется, как, например, красный, поэтому даже тут есть пару крестиков, которые выходят. Не крестиков, а стежков, да, но это не бросается настолько в глаза, и все смотрится весьма органично. Значит, вот такой финиш. Я думаю, что после того, как я все-таки постираю и поглажу, я покажу действительно красивые кадры. Я, по-моему, обещала это показать в этом видео, но как вы понимаете, не получилось. Значит, что еще? Я за все это время, и вообще пока за весь апрель вышивала всего 4 работы. Значит, это закончилось финишем. Эту я брала пока еще совсем мало, да, в путешествии, после путешествия, по-моему, 2 вечера взяла, и больше пока не прикасалась к ней.
Вообще, эту работу я беру, типа, как отдыхалочку. А вечерами, когда мне остается 2 часа, и вот, типа, чтобы сильно там не думать, не раскладывать нитки и так далее. Ну, у меня сейчас на вечера такая работа, которая легко очень идет. Там тоже, ну, не то, чтобы думать совсем не надо. Надо посчитать, надо. Но она так легко идет, что я беру ее вечерами, и даже когда у меня совсем мало времени, вышиваю здесь по 400 крестиков точно легко, а то и больше. Значит, вчера вышло, по-моему, 600. И делала бэкстич. Я часто говорю, что я не очень люблю в ночи делать бэкстич. Я все-таки люблю его делать при естественном освещении. Но вот вчера делала, и все было замечательно, легко и просто. Я еще помню, что когда я мальвы вышивала, этого же дизайнера, тоже было все так же хорошо, легко, просто. Плюс еще я вышиваю здесь на линде. Линда достаточно крупная, достаточно равномерная, полукрест на ней ложится хорошо, в отличие, например, от Евы. Поэтому все замечательно, работа летит. Единственное, что в этот раз я обнаружила, например, у меня уже начали выходить какие-то цвета, вот, например, красный. Один из красный цвет у меня будет использоваться там в одном крестике, то есть реальная одиночка, абсолютно ненужная, перекрытая, там будет бэкстичем. Я ее, конечно, сменю, если не забуду, но у меня часто так бывает, когда в саге подсвечиваешь, просто забываешь, что там рядом одиночка, и в итоге вот все равно приходится с ней там мучиться. Вот. Удивил меня, скажем так, это непроработанность. Обычно все-таки у Ланкевич такого не бывает. Значит, все остальное замечательно. Вот появились листочки, появляется смородина. Сюда мне не очень удобно подбираться, поэтому в следующий раз уже буду переставлять пяльцы. Я на этой работе уже суммарно вышила 3000 крестиков именно за апрель, да, а я говорила, что в апреле мне хорошо бы вышить 6000, чтобы на май мне оставалось там 5, тогда будет все комфортно. Но судя по тому, как я сейчас двигаюсь, за оставшиеся там 10 дней я вышью, конечно, эти 3000, потому что действительно работа идет хорошо, легко, и действительно на май мне останется 5000, так что все, кто переживал, что вот мамина надо двигать, смотрите, у меня все хорошо получается, все идет по плану, скажем так. Значит, в этом месяце я не брала, как вы понимаете, ваш выбор, не в этом месяце, вот в этой серии, не Светлогорск, не Питер, это все будет в следующей серии. Хотела убедиться и вас убедить, что я иду по плану, что все у меня хорошо и что я все успеваю. Значит, в следующей серии, соответственно, буду отдавать приоритет этой работе, пока не дойду до 6000 крестиков, и параллельно вышивать Светлогорск и Питер. Но это не все. Это вот у меня 3 работы было. И была еще 4-я работа. Это, так, сейчас выношу. Карта мира от компании Panna. Давайте, наверное, я пошуршу вам и покажу, что я ушла вот сюда, вот в этот портрет, вот он, да, и сделала бэкстич на вот этих вот ребят. Значит, не везде, потому что еще вот этот птеродактиль у меня здесь не дошит в крестиках, но тем не менее, вот я чередовала, и крестики пошила, и бэкстич сделала. Вот тут восхитительные птицы, это какая-то совсем дурная. Это я называю маленький динозаврик, ну, потому что иначе кто это? Вот, двигалась в этот раз тоже за 3 дня я успела сделать норму в 1000 крестиков, положенная норма у меня на неделю, и я себе выбрала, знаете, я часто рассказываю, что работа эта, да, непростая, тут часто бывает вот там 3-4 крестика и смена нити, вот такое, вот такое, вот такое, и этот разброс часто не сложен тем именно вот процессом вышивки, а выбором, какой ниткой пошить. Потому что и здесь вот разброс, и тут разброс, и вот тут, и чего шить. Поскольку большую часть времени я тратила именно на вот этот вот выбор, какой ниткой повышивать, я решила сделать попроще в этот раз и просто брать и шить по порядку. Сейчас объясню, что по порядку. Значит, я беру вот одну косу. Она тут, правда, немножечко это не очень привлекательно выглядит после недели вышивки, но тем не менее. И вот по порядку иду, подсвечиваю цвет
первый, второй там, и так далее. Да, тут у меня подписаны цвета в DMC, это не соответствует DMC, поэтому не обращайте на это внимание. Цвета вообще некоторые отдаленно похожи, некоторые вообще не похожи, поэтому не ориентируйтесь на это. И на подбор из сети не надо брать, он там сильно цвета отличается. Так вот, допустим, я беру 318, подсвечиваю, вышиваю им. Если, соответственно, на том участке, на котором я запялила, этого цвета нет, я пропускаю, дальше иду, и вот так вот по очереди иду и не думаю о том, каким вышивать. Единственное, что, например, там вот голубыми цветами иногда бывает очень много. Если я вот 3 нитки вышила и уже все, уже вот просто видеть этот цвет не могу, я могу дальше двинуться, но как минимум 1-2 нитки всегда вышиваю. Но некоторые вот и 3 вышивала. Поэтому в этот раз хотя бы я не тратила время на выбор, чем же мне повышивать. Вот, поэтому, и, кстати, когда я дошла до черного, я и, соответственно, и крестики повышивала, и бэкстич где-то тянула, сделала. Так что все вообще идеально получилось. У меня еще на апрель остается еще 1000, которые вы увидите тоже в следующей серии. А что еще, так, как итог, хочу сказать, что несмотря на то, что у меня тут есть сестра в гостях, мы ходим и гуляем, я стала чуть быстрее вышивать. Действительно, погода у нас хуже становится. Мы, конечно, гуляем, но все равно вот у нас тут дождь застал в прошлые выходные и так далее и тому подобное. Бывает. Но в целом, и работы у меня сейчас поменьше, поэтому аж целых 2 дня я вышила больше 1000 крестиков. При этом не могу сказать, что я сидела вообще безвылазно там, ни с кем не общалась, ничего не готовила, никуда не выходила. Нет. Все делала и вот успела. Опять-таки, это и заслуга в том числе простого процесса вот этого, который прям летит, и бэкстича, и так далее, и тому подобное. Все эти вот легкие моменты, они, конечно, прибавляют крестики, поэтому бывают моменты, когда все становится медленно и непродуктивно, казалось бы, а иногда вот летит. Поэтому я на следующую неделю, не неделю, а вот следующие, наверное, 10 дней, да, остаток апреля, думаю, что тоже будет плодотворный. И, в принципе, можно было бы уже снимать неделями, но что я там буду этот апрель, остатки апреля этого разрубать. В общем, сделаю все до конца апреля, а потом уже в отдельном выпуске мы подведем итоги и будем выбирать уже работу там на май, на июнь и так далее. В общем, не переключайтесь. Рада, что вы были снова со мной. И увидимся в следующих сериях. До новых встреч. Пока.